Я думал, что корабль будет не настоящим. Это, наверное, самый удивительный опыт в жизни, пока который я имею. Где-то в сказке, в космосе, и так не бывает. Бывает. Друг об этом рассказал года, наверное, может, 3-4 назад, не помню когда. Года 2 назад я уже загорелся этим. И вот думал, созревал, дела, работа, деньги и так далее. А в какой-то момент я понял, что, ну, как бы дальше все, надо что-то изменить. Это уже 5-й раз, как я приезжаю на корабль. Мне здесь очень уютно. Мне нравятся эти люди, даже те, которые новые, которых я не знаю, но каждый раз получается очень интересная команда, интересные переходы. Ставим, говорит Марсель. Что-то выбираем. Леша, бросай. Леша, вообще бросай. Когда мы шли в Сеуту, погода была достаточно спокойная, море было спокойное. Для тех, кто приезжает первый раз на борт, это, конечно, оптимальная ситуация. Как раз хватает времени, чтобы привыкнуть. Потом, когда пошли обратно, у нас немножко подразуло. Ветер был хороший, что-то в районе 6 баллов. Но начало немножко покачивать. Со всеми вытекающими и втекающими. Я на самом деле немножко боюсь высоты, и первый раз, когда мы поднимались на марсовую площадку, у меня тряслись коленки. Корабль качает, ты лезешь по вантам, их качает, невозможно ни на что встать. Ты крепишься страховкой, но не знаешь, за что закрепиться. Потом перекинулся через грот Марсель, тебя качают, ты там кое-как держишься, еще одной рукой держишься, она дрожит. Другой рукой ты развязываешь эти веревки, рука тоже дрожит. А посмотришь вниз, так вообще ужас. Но было очень круто, прям очень. Вот это, наверное, самый запоминающийся момент был во всем путешествии. Я действительно ночью, вот там Рома спит, а я лежу и думаю, господи, а вдруг я испугаюсь, а если я струшу, а что будет? Господи? Ездила по улице и сравнивала высоту домов. Вот эта девятиэтажка как мачта или ниже? Ну, честно, да, правда, я боялась. Сейчас меня пошлют, а я возьму и подведу, и не смогу, но вот смогла. Радость, она как-то выше страха. То есть, когда понимаешь, что если ты сейчас подскользнешься, то ты можешь полететь там с какой-то определенной высоты, потому что ты там плохо защелкнулся или еще не защелкнулся, и что думаешь, опа, вот сейчас я могу полететь, но как прикольно. То есть у меня, я не знаю, может, я ненормальная, но вот мне через острое ощущение очень нравится. Пинок из зоны комфорта. Я изгорел на солнце и вымок под дождем. На камбузе при крене 20 градусов, вот так вот. Это было очень весело. А когда она заливала, мне очень понравилось. Когда мы катались на лодке, меня накрыло волной, было очень тоже было не страшно, но было удивительно, неожиданно. Я подозревал, что мне это понравится. Но сказать, что мне это понравилось, это не сказать ничего. То есть это ощущение какого-то абсолютного восторга. С этим парусником мы уже достаточно давно знакомы. Встречаемся с ним регулярно на всяких разных фестивалях. Поддерживаем дружественные отношения. Ну и встретились с ними на подходе к Малаге как раз в море. Да тут все новое. Да тут все новое вообще. Термины, работа с такелажем, какие-то новые навыки, новые, чисто физически новые ощущения. Вот совершенно неожиданные какие-то мышцы обнаружились в организме. Самое тяжелое для меня было запомнить все канатики, все тросики, все веревочки, весь такелаж, который там был. Тебе говорят, тяни гитовые горденя, а ты говоришь, а ты думаешь, что? Вот эту веревочку и вот эту веревочку тяни, вот эту веревочку трави. Ага. Какие направления ветров? Я красная рыбка, я обошла вокруг аквариума и все, я уже все забыла.
Новые названия до сих пор всплывают неожиданно. Ворота Аверштаг мы делали на 4-й раз, до которых до этого руки не доходили почему-то. То есть всегда есть что-то новое, даже на 5-й раз. Я бы делала в конце либо этапами как какие-то еще, ну не экзамены, а какие-то итоги, подытоживания. То есть капитан что рассказал, мы это повторили и подытожили. Мы были в вахте Бизани, вот, Лиза была нашим вахтенным офицером. Как мне сказали, это самая простая вахта для пенсионеров. Отличная вахта, отличный офицер. Отличный офицер, да, и плюс как бы капитан с нами почти все время. Я был в вахте Грота, а мой вахтенный офицер была Настя. Вообще потрясающая девушка, мы ее, конечно, слушались, она очень чуткий, хороший руководитель, всегда была терпелива по отношению к нам и с хорошим настроением. Ходить на вахту было интересно, весело, мы много шутили. Настя относилась к нам не как к подчиненным, а как к друзьям. Но при этом, когда нужно было, мы бежали, поднимали паруса. Она давала нам свободу действий, то есть мы могли, она нам показала и потом отпускала нас, даже могла отойти, чтобы мы могли сами все почувствовать. Я был в вахте Фока, вахтенный офицер Николя. Видно, что он знает, о чем он говорит, и с удовольствием все рассказывает, объясняет, показывает. К нему можно пристать с любым вопросом. И когда я там подходила, можно глупый вопрос? Он говорит, глупых вопросов нету. Спасибо ему огромное за то, что учил меня уму-разуму. Я для себя почувствовала невероятную энергетику моря, которую я никогда в жизни раньше не испытывала. Волны и как ветер нас несет вперед. И это ощущение непередаваемое. Чувствуешь, что ты просто паришь, летишь вместе с ветром и со всей стихией, часть такой стихии становишься. Когда смотришь на звезды, никогда их так не видишь, просто они такие огромные, их видно везде просто. Удивительно. Стандарты остаются ощущение дома. Да. Вот правда, Да, это удивительное кстати ощущение. говоря. Ты буквально с первого дня чувствуешь себя дома. Нет такого, что ты где-то там, в постороннем месте, в чужом. Ни разу не чувствуешь, что ты кому-то мешаешь, что ты кто-то из-за тебя нервничает. Этот этап закончился, это очень грустно, мягко говоря. Все утро ходишь, чего-то делаешь, там, что вот сделать такого, чтобы вот подольше на корабле остаться. Там, давайте вот я помою посуду, а давайте вот там еще там что-то сделаем. Не всякий, наверное, поедет, не всем это интересно. Не все, как ни странно, читали в детстве книжки про романтику, про пиратов там и про все такое прочее. Поэтому, наверное, поедут не все. Но это, наверное, правильно. Не то, чтобы на всех не хватит, но не может что-то быть интересно поголовно всем. Я уже смотрю, где бы мне освободиться, чтобы приехать опять. Если у вас есть такая мечта, то ее обязательно нужно воплотить.